Всем большой привет и добро пожаловать на мой канал. В этом видео я покажу вам нашу квартиру и расскажу о необычных вещах в израильских квартирах. Итак, первое, что я покажу, это вид из окна. Это то, во что мы влюбились с первого взгляда, и, собственно, поэтому мы арендовали эту квартиру. И это вот такой вот вид. В 3 километрах от нас море, и его прекрасно видно из нашего окна. Я обожаю просыпаться, и первое, что я вижу прямо с кровати, еще даже не поднимая голову, это море. Иногда, конечно, оно затянуто туманом, особенно сейчас зимой, но чаще всего оно прекрасно, его прекрасно видно парусы, иногда даже видно волны. Вот так вот. Ну, собственно, и вот так выглядит наша спальня. Буквально кровать, мой столик, на котором стоят фен и утюжок, и дальше идет гардеробная. Так получилось, что мы просчитались с размерами, и у нас один шкаф тупо не влез в гардеробную, поэтому он стоит снаружи. Но это абсолютно нам никак не мешает. Мы как-то с этим быстро смирились, и, собственно, оно выглядит вот так. Там дальше у нас находится ванная комната. Это наша с Мишей ванная комната, а вот мой помощник, самый главный, и что-то ему нужно. Ну вот, пока Антоха купается и надеется, что я ему добавлю мыло, у него здесь также еще есть, в его ванной комнате есть сушильная и стиральная машина. Они вот так спрятаны за дверью, и да. Он себе сам уже там добавил мыло. Молодец. Мы записываем видео вот так. Я ношу с собой ноутбук и микрофон, чтобы больше проблем со звуком не было. Идем дальше. Вот, собственно, дальше мы перемещаемся на нашу кухню. Особенность израильских квартир в том, что сдаются в аренду, они абсолютно пустыми. То есть, когда мы сюда заезжали, здесь было только несколько шкафчиков, и, что удивительно, для израильских квартир были встроенный духовой шкаф и варочные поверхности. Обычно вытаскивают даже их. Вот. Но остальное — это посудомоечная машина, холодильник, это мы уже докупали сами. И еще одна особенность израильских квартир, наверное, не всех, но тем не менее, вообще, что такая опция есть, это вот такой вот аппарат, называется SodaStream, с помощью которого мы готовим газированные напитки, в том числе пепси, и вот такие вот грейпфрутовые для себя. Вот такой вот интересный аппарат. Ну и, собственно, вот так выглядит наш салон. Здесь у нас буфет, в котором мы пока храним посуду. Дальше телевизор и мой любимый цветочек. И напротив телевизора диван и стеллаж. Над диваном вы можете заметить дыры в стене, которые мы буквально через пару дней заделаем. Но так получилось, что мы планировали повесить телевизор сюда, но стена оказалась пустая, и она бы не выдержала телевизор, поэтому телевизор у нас оказался там. Вот. А дыры здесь мы заделаем. И, конечно, прекрасный вид на Тель-Авив и на море. А с этой стороны у нас Мишкин кабинет. Сначала стол стоял к стене, но мы решили его развернуть, потому что когда он сидел спиной к кухне, то у него постоянно за спиной маячила я, что-то делала, что-то чаще всего жарила картошку. Итак, идем дальше. И дальше мы пойдем в Антошкину комнату, она у нас там. И это еще одна особенность израильских квартир. Особенность этой комнаты в том, что эта комната бомбоубежище. Посмотрите просто, какая у нее железная здесь дверь, окно с трисами и защитным еще одним металлическим слоем, который просто вообще неубиваемый. Ну и, собственно, Антохина комната, он уже успел поваляться, естественно, вот. Но он здесь обожает проводить свое время, и это для нас, конечно, главное, потому что в Томске, в России у него не было никогда своей комнаты, и здесь он прям наслаждается тем, что она у него есть.
Сейчас покажу вам еще балкон, потому что там мы обожаем проводить свое время. Итак, мы открываем дверь и видим прекрасный город. Здесь мы обычно пьем утренний кофеек и смотрим, как просыпается город, как начинают приходить на работу люди. Они, кстати, большие трудоголики, судя по всему, потому что действительно за ними можно наблюдать. И они очень много работают. Очень рано приходят, очень поздно уходят. Вот так. Сейчас красивейший закат. Надеюсь, вам тоже нравится. Вот. Немножко шумновато бывает, но, честно говоря, не знаю, меня это как-то не сильно беспокоит пока. Посмотрим, как будет дальше. Но пока вполне нормально. Помимо самодельно газированных напитков и бомбоубежищ, есть еще пара особенностей израильских квартир. Например, здесь полностью отсутствует горячее водоснабжение. Но спросите вы, как же Антоша тогда купается сейчас? Для того, чтобы набрать горячую воду, чтобы пошла горячая вода, нужно включить бойлер. Бойлеры есть практически у всех. Летом они обычно нагреваются от солнечных батарей, а вот зимой приходится включать электрический бойлер. Нужно нажимать кнопочку перед тем, как заходишь в душ. Это практически во всех квартирах, она выглядит абсолютно так же, как включение света, но пока мы еще привыкаем и очень часто забываем его выключить. Очень интересно, какой придет счет за электричество в этом месяце. Вот. А еще одна особенность состоит в том, чтобы арендовать квартиру в Израиле, нужно подписать 12 чеков. Самых настоящих банковских чеков из чековой книжки. Для меня это был полный шок, но, конечно, я об этом знала заранее, но когда я впервые об этом услышала, то я была в шоке, что, в принципе, где-то существуют вообще еще чековые книжки, потому что я их в глаза никогда не видела. Но здесь у нас есть чековая книжка, и мы отдали нашему хозяину точно 12 чеков, и, по-моему, там еще пара каких-то страховых было. Вот такие вот нюансы. Если вам было интересно это видео, то не забудьте поставить свой пальчик вверх, как говорится. Ну и задавайте свои вопросы в комментариях. Наверняка что-то забыла рассказать, упустила. Я буду рада ответить вам на все вопросы в следующих видео. Всем большое спасибо и пока-пока.